Всем привет! Мы снова в прямом эфире программы Actors Talk. С вами я, София Ская, актриса, основательница Real Art Studio, педагог по работе с актерами. Друзья, сегодня к нам в гости присоединится Гоша Куценко. Сегодня первый эфир. Через час после окончания мы встретимся с гостем из Голливуда. Сегодня мы пообщаемся с Гошей. Очень интересно узнать, так как я знаю, что Гоша, он постоянно в движении, у него бесконечное количество проектов, он снимается и в кино, он играет в театре, он создает свои собственные проекты, у него есть свой бэнд, он поет. И вот очень интересно, каким образом пережил Гоша этот карантин и ситуацию с пандемией, потому что человек, который постоянно в движении и привык к такой активности, наверняка, я не знаю, что мог придумать Гоша, находясь дома, и какие его впечатления. И самое интересное, как в самом начале он воспринял эту ситуацию. Я вижу, что Гоша к нам присоединился. Я его подключаю. Гоша, привет! Через несколько секунд появится. Hello! Hello! Привет, дорогой! Спасибо тебе, что ты сейчас с нами. Расскажи, пожалуйста, как ты поживаешь? Как вообще... Слушай, рад тебя видеть. Сонечка, слушай, по идее мы должны с тобой говорить in English. Это было бы самый смешной, на самом деле нестандартный эфир. Я бы тупил. Я хотела спросить у тебя после, почему ты не хочешь взять уроки английского языка и, наконец, уже попасть в США, в Европу и показать, как по-настоящему русские, кто такие русские на самом деле в американских фильмах, а то они все придумывают про нас, ерунду какую-то. Слушай, ну послушай, где найдут такие сосны? Посмотри на мой бэкграунд. Вот вся моя жизнь, которая пролетела у меня за спиной. И начинать все сначала. Я не Бродский. Вот Бродский мог развернуться и уехать, потому что он владел интернациональной системой общения, вообще языком как таковым. Мне кажется, он знал суть языка. А я нет. Мой английский, мне хватает понимать таких красивых женщин, как ты. Но я снимался достаточно в крупных картинах 2 раза. Я тебе скажу, я был в аду. Когда 250 человек съемочной группы стоит возле тебя, а тогда еще снимали 3D, вот на 2 камеры, ужас, ты весь облеплен, и ты в страхе, в зажиме не можешь связать 2 строчек, выбегает режиссер, я путал капа и купе. Ты здесь роднее и понятнее. Ну, конечно. Конечно, здесь артист должен иметь право на ошибку всегда в кадре. Ты по себе знаешь. Нужно иметь право ошибиться, и ничего в этом страшного нет. А там какой-то съемки в гестапо, я не могу. Я русский готов учить бесконечно. Ну вот ты говоришь, право на ошибку. В кино это возможно. Это первый дубль, окей, второй дубль, звезда сказал, третий. А как в театре? Ведь ты же изначально работал в театре. И где больше нравится? У меня мы работали в театре, да, я мечтаю тебя вытащить на театральную сцену. Это будет шоу. Мне кажется, ты откроешься по полной. У тебя шикарная школа, такая правильная, верная. Ты дико работоспособная. И, как мне кажется, американские школы, они адаптированы под современный мир очень сильно. Очень много современного кино. Я играл, когда с ребятами, с америкосами, я обалдевал от их органики. Вот они ловят персонаж, и они прямо... Хотя идет поток современных ролей, которые они играют, но они ловят персонаж и выискивают характер, нюансы речи, говорка, скорости. Вот они у нас относятся к этому пофигистично. В кадр вошел. А у нас Гош, у русских пофигу. Я понимаю, что с твоим опытом уже многолетним у тебя нет такого, что ты разбираешь. У тебя уже наверняка идет все автоматом. Нет, или нет. ты разбираешь? Расскажи, еще как. Хуже. С годами еще хуже. Ты становишься противным, дотошным, и тебе нужно понимать, что и зачем и почему. И наоборот хуже. Театр, кстати, я тебе скажу, он более еще прощает, нежели кино. Серьезно. Как так? Потому что, объясню тебе, потому что в кино, как ни крути, дубль стоит денег. Там съемочная группа, первый, второй, третий дубль. Ты снимаешь сцену час, полтора, есть выработка, все смотрят на часы.
А на театре все бесплатно. Заплатили, и ты выкручиваешься. Ты как упал в реку с хорошим течением. Плыви, выкручивайся как хочешь. Нужно лишиться страха и понять, что это твоя родная среда, что эти люди пришли получать удовольствие, и ты всего лишь проводник между чем-то большим понятием, смыслом, удовольствием и зрителем. Все. Ну вот ты говоришь, ты так вглубляешься в проекты, в кинопроекты, но ведь у тебя за год бывает их по 6 штук, насколько я знаю. Это постоянные перемены и характеров, и времени, и суматоха, и учение текста, и репетиции. Как ты с этим справляешься? Может быть, есть какой-то лайфхак от тебя? Или уже какие-то заготовленные герои, которых ты всегда вытаскиваешь, Ну, используешь и перемешиваешь между собой? ну, слушай, ну есть штампы, конечно. Но у меня, конечно, очень много с возрастом работаешь по наитию. Иначе не было бы смысла называть себя профессионалом. Спортсмен, чем опытнее гонщик, тем быстрее он едет, и тем больше он делает на автомате. В этом кайф. Но чем больше ты разгоняешься, я тебе скажу, чем сильнее и мощнее ты понимаешь цену азов, начало, азы. А может ли актерское мастерство в той или иной степени, как когда-то стать для тебя скучным, надоесть или перестать так сильно вдохновлять себя или напрягать? Регулярно. Ведь вот у тебя появился бенд музыкальный, такое впечатление, что Гоша оттягивается именно когда на сцене он поет. Так ли Абсолютно. это? Или каждая из этих профессий доставляет удовольствие тебе? Да нет, потому что нет, актерская профессия все равно это уже это ответственность. Она у тебя выписана в трудовой книжке, и там написано, что ты отвечаешь. Ты вышел на сцену или ты играешь в кадре. Давай не обострись, будь человеком, выучи текст. Ты плохо знаешь текст, эй, ты должен хорошо сыграть, это смешно. Ты должен, ты должен, ты должен. Когда ты на сцене с бендом, я знаю, что за мной стоят музыканты, первые, в которых я уверен, потому что это мои друзья, я их собрал по крупицам. Они поверили в мой материал, они его изучили, и они верят в материал. У меня есть бэкграунд, тыл. То есть у меня уже есть люди талантливые, которые в меня поверили. Мне осталось убедить в этом еще пару тысяч человек. Не проблема. Но с другой стороны, все знают меня как актера и автора, может, каких-то текстов. У меня то есть у меня есть право на ошибку. Ну, я же не вокалист, ну, чуть-чуть я Понятно. спел мимо, там слова забыл. Мне простят это волнение. Зато душа. Главное, мне не простят, если я не буду получать удовольствие. Вот это важный момент. Если я не буду получать удовольствие на сцене, все, будь ты проклят, верни Слушай, наши с деньги. чего все началось вот в вокальном смысле? Потому что мне вот интересно, и нас смотрят актеры и профессионалы, люди, которые порой думают, что обучаясь 4 года в институте, имея уже профессию актера, они просто ждут годами свою роль и между тем ничего не делают. Ты же развиваешься постоянно. Что является твоим мотиватором? Во-первых, и первый вопрос, с чего вдруг ты начал петь? Было это караоке? Был это Нет, чей-то нет, день рождения? Или как, только не как так караоке. вышло? Это был, нет, мы писали музыку кино. И мы писали музыку кино, меня всегда интересовала музыка кино. Я слабый музыкант, но чего-то я вообразить себе могу. Мы писали музыку кино на клавишах, там, по гитарку. А потом, само собой, когда присутствовала хорошая мелодия, я всегда пописывал стишки, ложились какие-то тексты. Все с этого началось. А потом играла группа музыкантов в Новосибирске. Я был на гастролях лет 15 назад. И мы сели пьяненькие в ресторане, и всем предложили спеть с группой живой. Я не пел чужих песен, потому что я считал, что я недостоин. У меня убогий голос, хотя хороший слух. И я подошел к музыкантам, показал им песню, говорю, вы сыграете это. И показал им свою. Они быстро потратили 10 минут и сыграли. И я спел свою песню. И я понял, что когда ты поешь свою песню, то ты автор. Пошли всем в задницу. Это мое. Хотите, слушайте. Тебя любят или сразу целиком, как автора, исполнителя, автора текста, музыки, как субъект какой-то большой федерации. Вернее, федерацию, ты субъект какой-то большой федерации, которую Ты, придумал. Гоша, ты сам и есть Да, субъект. или ты вышел и претендуешь на что-то, ты поешь. Нет, караоке, я не звезда караоке, но я могу выйти, конечно, пьяный. Я пою 3 песни,
Это «Я прошу хоть ненадолго», песня о далекой родине. Помнишь, я прошу хоть ненадолго, я пою идеально. Soldier of Fortune, Deep Purple, Stormbringer. Это и свою, какую-то свою, которую я нахожу в караоке. Это Ну, третий мой. скажи, написал ли ты что-то новое, новые хиты во время карантина? Как долго ты находишься дома и каково тебе быть дома так долго? Вообще, ты вот, Да. наверное, совсем недавно понял, что у тебя есть сосны с твоим графиком. Слушай, я тебе скажу, моя собственно, я тебе скажу, что с одной стороны, да, карантин открыл дверь в портал, но это так, портал такой неизвестности. Он неожиданно возник на ровном месте для всего мира. И страшно туда заходить, но нас туда уже всех практически затянуло. Мне кажется, это новая жизнь. И вот мне так кажется. Может быть, это еще... я смотрю на все глазами страха, который вселил в нас смены этой обстановки, что говорит, мы все его испытали. Вот мы с тобой купили билеты уже нашей съемочной группы, в конце марта должны были лететь, в середине марта должны были лететь в Сочи, в Поляну. Кто не знает, Да, я Соню пригласил на главную роль в картине, мы снимали пилотный ролик, картины, которую я писал 3 года. Не будем открывать смысл, но я хотел Сонечку снять, она просто идеально подходит для этой роли. Мне нравится у нее американская, европейская школа игры, и она я тебе скажу, ты не развращена, как очень много наших актрис, вниманиями, деньгами сериалов бесконечных, и в тебе есть такое чуткое отношение к профессии, какое я пытаюсь воспитывать в себе, как у студентов. Гош, Я тебе спасибо скажу, у тебе тебя это огромное. есть. Я это Очень часто приятно. испытываю, когда я прихожу, я иногда не знаю, что делать, вообще испытать волнение и страх для артиста, тем более бывалого. Это кайф, ты ради этого приходишь. Потому что ты уже оброс толстой кожей, ты ничего не боишься, ты знаешь, что ты все равно так или иначе ты это сделаешь. Но нужно как гонщик идти на рекорд, нужно затачивать себя. Поэтому мне, как гонщику в своей профессии, очень было сложно остановиться. И я это понял, знаешь, когда? После дня рождения, неделю назад. То есть эти Ну, 2 месяца я как-то их прожил. Ну, прости, как-то а вот ты говоришь, как это остановиться, Гош? Не могу не перебить. Я знаю, что у тебя вышел все равно сериал. это, послушай, но для меня это все равно сродни остановки. Когда у меня там в день я работаю по 16 часов, я снимаюсь с утра, играю в спектакль, еду на студию, не могу успокоиться. И у меня, в принципе, график, я тебе скажу. Ты знаешь, как я живу, примерно знаешь, что 14, там 16 часов. Мое Да. бодрствование, причем творческое, не просто там, как я сейчас сижу, играю в компьютерные игры, смотрю с детьми мультфильмы, я знаю все игрушки детские, я читаю, учу заново Женьку читать, я читаю словарь, букварь, я сижу и читаю по слогам, я учу Ну и это каково? читать заново. Так Какие ощущения? я тебе говорю, это я так же, вот как она поступает в первый класс новой жизни. И то, что да, я понимал, что в конце марта, что у меня не было подушек безопасности, как так вышло. И я понимал, что мне нужно кормить семью и жить как-то. И деньги мы уже потратили на гостиницы и на билеты в Сочи с собой. И я придумал этот сериал, сериал с Олей Френкель мы ночью придумали, сидя дома, для канала ТНТ. Позвонили Саше Робаку, он организовал продюсирование. И вот завтра у меня последние 2 съемочных дня, вот здесь прямо будем, мой персонаж выходит на улицу. И мы заканчиваем сериал, по-моему, смешно получилось, своеобразный рекорд за 2 месяца снять 8 серий, это серия неделя на формат получасовой. Мне кажется, для ситкома, то есть там должно быть смешно и интересно, это сложно, нервно. Но я тебе скажу, вот мы снимали 2 месяца, и вот после дня рождения моего, он был 20 мая, сыграл концерт на МТС платформе, спасибо большое. Гош, я поздравляю тебя с днем Спасибо, рождения. да. Прошу прощения, Да что я никак. просто, я не девушка, перестань, все, Да. все Но мы проехали. еще отметим, когда снимем Слушай, сухую, конечно, мы с тобой сейчас отметим. отметим. И я, как ты меня знаешь, понимаешь, а я до этого не бухал и держался.
Я такой был, работал и понимал, там, у меня супруга не пьет, только ты знаешь. Единственный актер на карантине, который не бухал и Да, держался. ну меня Это Мира достойно держала, ты уважения. знаешь. Ты знаешь, твоя подруга, моя жена, она меня держала за хобот и не давала мне Ну а вообще как еще ничего. талантливому человеку разгрузиться? Другой вопрос, что да, это А, опасно. Можно начать в начале слушай, карантина и закончить, когда уже следующий начнется. мы видели таких друзей с такими лицами, пара нам позвонила за границей и говорят, вы что, не бухаете? А мы бухаем, мы так счастливы. Они живут за границей, мы говорим, а что вы дома сидите? А это что-то не хочется выходить. Говорит, так у вас же кончился уже этот карантин. Они говорят, да, нам сказали неделю назад. А нет, нормально, давайте бухнем. То есть люди вот такими лицами, я их не узнал. Прямо кольнешь. Но Ира меня прессовала. Я тебе скажу, мне вдруг стало грустно. От того, что прошло 2 месяца, я вроде был занят чем-то, но я ничего не сделал. Мы сняли ситком, но мы, что называется, не прикоснулись к вечности. У меня обленилась душа. Артист работает душой. Выходя на театральную площадку, на кино, ты работаешь все равно нервами, душой. А здесь получилось так, что я работал как на каникулах. Я спал сколько хотел. Да, там я жрал не в ресторане, но я ел скромную еду. Нормально. Я гулял с детьми по возможности. Потому что я за городом Ты живу. пожил нормальной Я жизнью, пожил выйдя из нормальной вот этой детской жизнью, сумасшедшей воронки. но я тебе скажу, я стал ко многому равнодушен. Как и артист, я стал ко многому равнодушен. Как ни странно, когда ты живешь как бы в разгоне, в нерве, раскаленный, психуешь, ты опаздываешь, ты в графике, ты как бы доступен этому миру, ты голый. А здесь ты вынужден, у тебя расписание уже. Я говорю, тогда-то с кем-то в Инстаграме, по Зуму мы репетируем. Извините, у меня расписано время, я занят. В этом есть какая-то херня. И мне кажется, что творчество никогда оно будет нарушать законы. Мне стало скучно, грустно, на неделе была депрессия. Я бухнул 20-го после концерта сутки. И мне стало так грустно, я неделю вот выбираюсь. Я сейчас только начал приходить в себя. Вот сейчас, если бы ты мне позвонила 5 дней назад, помнишь, ты мне писала и не отвечал? Я вот так бы сейчас сидел. Вот у меня Я встали понимаю тебя. 2 последних дня. Я тебе говорю, Ну я вот понял, что я дико интересная вещь, Гош, обленился. ты говоришь очень интересную вещь, что вот ты был в рутине бесконечного драйва, у тебя все было расписано, не было мысли остановиться и подумать. Сейчас ты оказался в пространстве, где ты сфокусирован, действительно находишься на земле. Может ли быть так, что это наоборот полезным образом уберет все лишнее? У меня даже был вопрос подготовленный к нашему разговору о том, как ты выбираешь проекты, в которых ты участвуешь. Берешься ли ты за все, что предлагают, или ты тщательно отбираешь, как ты распределяешь. Потому что вот сейчас ты описал для меня, если бы не сказал, что стало грустно, я бы услышала речь счастливого человека, что наконец-то я остановился, смог перестать заниматься лишним. Вот, а у тебя наоборот. Не можешь, да, вот ты без этого движника Я тебе бесконечного. скажу, нет, когда сейчас намечается какая-то работа, я, безусловно, знаю, что буду с тоской вспоминать эти дни и молиться на них, и, безусловно, я знаю, что это рай. Сейчас, но человек так устроен, что он не может без ада. Мы как домашние собаки, которые сидят породистые, кормятся педигрипалами, хорошей едой, но как только мы выбегаем, я про артистов, про сумасшедших, мы выбегаем на улицу и сразу бежим на помойку. Мне кажется, хорошего волка кормят ноги. Я серьезно, кормят ноги, и ты сколько волка не корми, ты с руки, он ее потом тебя откусит. Нам нужна кровь, мне кажется, живая, своя, чужая. Нам нужны приключения, нам нужны неудачи. Нам нужно, как и спортсменам. Ну да, сейчас все ходили, сидели, но спортсмен обязан состязаться. И не по телевизору, а здесь. Чувствовать под соперника. Ты должен бежать. В нас животное, в нас никто не убьет и не приучит. В человеке же разные существа живут. Мы же тоже вышли из леса.
Это спустились с дерева. И это есть нам. У нас не может быть страсти по расписанию. Этого не может быть. Она Ну должна да, быть актер, всегда. который не идет на риск, он не актер. Скажи, Ну, пожалуйста, а конечно, вот тут у тебя теряется. Это как каскадер, который сидит полгода на берегу озера, реки, моря, а потом делает трюк, и он погибнет. Ты должен выходить и как боец, ты должен тренироваться. И скажи, а ты перед своим, вот перед тем, как идти на роль, вот ты прочитал сценарий, да, как все актеры, ты увидел своего героя, стал его себе воображать. Идешь ли ты в жизнь пробовать этого героя, искать приключения, попадать в ситуации, чтобы каким-то образом а, его более тонко послушай, ну, выстроить? я понимаю тебя, ну, мы были студентами, у нас были этюды, наблюдения, мы ходили, присматривались, и на самом деле это рождает очень характерность развивает в актере. И вот знаешь, что мне помогало всегда? Меня всегда раскрепощало озвучание мультфильмов. Я тебе, я тебе говорю, это так вообще, когда ты начинаешь кривляться и вживаться в смешной персонаж, у тебя сразу слетает корона, у тебя улетает все твои псевдодостижения актерские, и ты становишься простым енотом или там какой-то этим Кого конструктором ты там Лего. не есть здесь, кого ты озвучивал, того же, кто озвучивал Да, я знаменитый. Брюса Уиллиса озвучили мы одну роль. Я тебе скажу, Офигенно. мультики это самый веселый момент к наблюдению, вообще к раскрепощению Ой, артиста. расскажешь мне после этого в личку, пожалуйста, как туда попасть? Я очень Да, люблю озвучку и подрабатывала в да, Лос-Анджелесе на озвучках. да, озвучках, Мистер это классно. Европейн персонаж. Очень люблю. Тебя понимаю, И это очень озвучка весело. это прекрасный мир, если за это платили деньги. Был такой момент, когда где-то в начале 90-х, ну, в году 10-м, вот и когда озвучивали, тогда мультфильмы только набирали пространство, ну, финансовое, на рынке. И они как бы приглашали все как бы крутых артистов, именитых, чтобы они своим голосом рекламировали картину и так далее. А когда рынок насытился, и у меня были случаи, я тебе скажу, не буду говорить в каком проекте, я озвучил первую часть, он собрал кучу денег. Там, ну, по сборам, ну, собрал там миллионов 10 долларов. Для нашей страны Вау. мультики, да. И дальше была вторая часть мультфильма. И меня Не позвали Шрек ли озвучивать это? тизер. А? Не Шрек ли это? По-моему, это был... что же это за проект был? Я сейчас вспомню. Не Шрек. В Шреке я не звучал. Там, я знаю, ребят нет. Мы Это было... найдем, мы прогуглим, обязательно найдем и напишем Первая потом. часть, это, по-моему, я чуть ли не Бэтмена играл. Вот, Бэтмен в этом, в Лего. И там, по-моему, я могу ошибаться. Меня приглашают озвучивать тизер. Я озвучиваю, а потом меня зовут на озвучание. Я говорю, ну а как тизер? Он говорит, Гош, мы вынуждены были тебя заменить на озвучание тизера, потому что ты его неважно озвучил. Я понимаю, что я не помню, как я озвучивал тизер. То О-оу. ли я пришел на пару реплик в таком состоянии, что я не запомнил это, то ли я пришел уставший тупо после съемки ночью, злой и как-то не озвучил. Говорит, мы озвучили другим артистам. Я говорю, ну ладно, я начинаю озвучивать картину и новый тизер. Они выкладывают его в сеть, а у мультфильма уже масса поклонников. И те люди, которые в течение полугода смотрели другого актера, вдруг они пишут вот такую телегу, а это за месяц до премьеры картины, и пишут нам, верните этого артиста, он шикарно озвучил. То ли это было подстроенное, это фанами этого артиста, такой классный ход. Но мне продюсер говорит, Гош, мы хотим избежать скандала. Что делать? А я уже озвучил несколько смену целую следующего. И ты знаешь, я задумался, я думаю, Ты смог поменять голоса в итоге? И нет, того, и я того. сказал, я уступил ему дорогу, сказал, иди звучи. Иди звучи. Я тебе одно скажу, что потом они в прокате немного провалились. Но я Ай-яй. уступил дорогу, я сказал этим фанатам, я сказал, ребята, все, ваше слово закон, мультфильм сделан для вас. Я не знаю, кто это устроил, но это идеальный ход, кстати, можно в кино. Это, знаешь, такой мнительный артист, как Ди Каприо в этом,
Про это можно даже целый фильм снять. Да-да-да, Это тоже представляешь, очень он интересно. подсел на измену и сказал, ну да, я думаю, что я буду в проект портить. Я ушел. Ну, мультик для меня, это момент раскрепоститься всегда крутой. Говоря, как я выбираю проекты, я считаю, что проект выбирает артиста. Я тебе скажу, это очень важно, причем в наше время, я тебе скажу, у меня нет такой, у меня есть проекты, от которых я отказываюсь, безусловно. Или это Расскажи, вторично, я почему. это уже играл. Ну, потому что сейчас обычно приглашают артиста, как кто это сыграет. Например, там, во-первых, артистов, вот, талантливых, молодых, известных. Мы уже, по большому счету, как говорит Ренат Давлетьяров, золотой фонд. Ну Он говорит, ладно, ничего. иди, я буду снимать Федорова, у меня полно артистов, давай, ты уже все. Хотя мы будем снимать «Любовь, морковь 4». Знаешь почему? Потому что я придумал идею. Я придумал, в кого мы можем перевоплотиться. Я сейчас не имею права это сказать, но я ночью, в 2 часа ночи позвонил и разбудил его. А мы думали, 10 лет. И я придумал. Я чуть не разбился, так затормозил. Ехал на машине, говорил с директором своим, вдруг сказал, yes! И разбудил его. Говорю, вот идея. Он говорит, блин, как я не догадался. Окей, мы пишем. Он писал год. Не получалось. Сейчас мы объединились и писали полгода и дописываем сценарий. Но я родил идею. Вот подсказка ко всему. Если ты автор идеи или соавтор, то ты автоматически в проекте. Если Конечно. ты исполнитель, просто наемник, то тут вступают другие законы. Потому что, во-первых, кино это территория молодых, красивых, ты знаешь, и вообще энергии. А мы люди уже с нашим, ну как, мы все равно уже можно стоять в очереди за возрастной ролью, а можно придумать сценарий, То есть спродюсировать ты хочешь проект. сказать, что ты сейчас предпочитаешь уже сам создавать проекты, которыми ты Конечно. болеешь, в которых ты участвуешь, чем Самое, быть наемным, верно? послушай, круче нет, чем момента, чем стать автором какой-то прекрасной рифмы, родить какую-то мысль и суметь ее воплотить, пусть простую, в коротком метре, пусть какое-то высказывание. Ну, во-первых, я набиваю руку, я хочу заниматься режиссурой. Потому что когда я сорвусь, начну бухать, и у меня исчезнут глаза, я буду толстый, и меня никто не будет снимать, кроме алкоголиков, но я зато буду делать все, что я хочу. Я могу бухнуть с Гош, артистом я вечером. приглашу тебя преподавать Да, импровизацию в свою школу и Art все, Studio, пойдем. когда ты превратишься в то, что ты сказал. Но я Отлично. думаю, что к тому времени я буду Импровизация, выглядеть не лучше. импровизация в постельных сценах. Я всегда был силен, я всегда нарушал сценарий. В постельных эротических сценах. Это мое. Послушай, мне кажется, конечно, я вот понял по изоляции, что мы действительно живем в каких-то законах. Вот, и сейчас опять нас, вообще сейчас нас узаканивают. Мы сейчас не можем пукнуть без QR-кода. И все. Но мне кажется, что, черт возьми, нам нужно дико развивать свою внутреннюю свободу. Как это делать? Наверное, нам нужно... Я заставляю себя смотреть кино, читать книги, читать сценарии. Я заставляю себя работать. Очень редко бывает, что ты Где ты проснулся... находишь сценарии для чтения? Кто тебе их... Откуда они берут? Послушай, я тебе скажу, я знаю... Вот как в музыке я понял, что моя сила в музыкантах, которые за мной, так сила творческого человека, кто занимается и продюсированием, и сопродюсированием, и созданием любой идеи, это партнеры, мозг. Голливуд вложил самые большие деньги в мозг людей, в их воображение. Показывай, пошла. Ты Я чихнула? чихнула, я знаю, что сейчас это Будь здоров. нелегально. А я кашлянул. Я Что делать? испугалась. Ты понимаешь, как мы живем? Ты как мы живем? Я думаю, что кто-то пошутил, что если в общественном месте человек, как же кто-то пошутил, надует шарик, а потом чихнет, и шарик лопнет, это будет теракт, понимаешь? Надул шар, а потом делал очки, и шарик лопнул, полетел. Ты подумаешь, это теракт. Слушай, но с другой стороны, нам всем показали свое место. То есть, грубо говоря, идите-ка вы по домам, а вот где вы живете, вы то и есть, понимаешь? Да Вот нет, ты вот нам это всем прекрасный показали. Я создал. думаю, что
эти теории заговора, которые там, это все равно плод человеческого воображения. Я к чему веду? Конечно, человечество развивалось за счет технологий. И эти технологии, которые были раньше вложены в самолеты, в танки, в телевизор, в телефон, они также вкладываются в киноиндустрию. И придумывание сюжета и книг, вот сюжета книги, великими людьми на Земле всегда были писатели. Подумай, писатели, Конечно. художники, это назови Storytellers, меня это те, кто говорят политиков, историю. считанные люди, которые прошли сквозь века. У Бродского есть мысль, что носитель, преподаватель, владелец искусством языка, поэт, всегда находится над властью и над временем. Потому что язык победит все, он объединяет все народы, и он индивидуален при этом. И язык, вообще человека, это двигатель человечества. А остальные люди его просто используют. Поэтому Бродский говорил, поэт и власть, они на расстоянии. Потому что поэт всегда, он более вечный, нежели временные люди. Но Поэтому потом кино сменило слово, не так ли? Кино остается тем, оно что его всегда в усилило, истории. оно придало ему изображение. Я тебе скажу, кино, безусловно, это машина времени, об этом можно вечно говорить. Я сейчас есть такая церемония, она 31-го, когда у нас с тобой будет «Газпром» вечеринка дневная, сейчас о ней поговорим. Будет Кстати, да, еще не обсуждали. Апкит, это такая премия телевидения и кинематография. И Пятый канал петербургский делает. Питер, помнишь наш город, как мы тусили? В Питере, в любимом. И они попросили меня записать подводку для операторов, для лучшей операторской работы. И ты знаешь, у меня такая мысль была, я просто гнал в кадре, но я сказал, что в наше время, которое быстро меняется, мне кажется, как ни странно, будет возникать вот эти изменения. Почему? Мы жили так, сейчас живем по-другому. Сейчас еще будем по-другому жить. Событийный ряд вырастает. Я не удивлюсь, если завтра появятся инопланетяне. Я тебе говорю, человечество, мы очень ускоряемся. Мы в черной дыре. Это нужно понимать. Сколько ты на Поэтому, карантине, Гош, находишься? мне кажется, Скажи, вот я почитала, что после великой эпидемии, да, которая была там в 18 веке, была эпоха перерождения. Появились первые открытые декольте, вот эти картинки в театрах, где грудь у женщины вылезает. Это стало нормой, если раньше все закрывалось. То есть люди стали, наоборот, более открыты, жадные до каких-то запретных ранее вещей. Как думаешь, говори и показывай что у на нас... себе, пожалуйста. Что Говори, будет у показывай нас на себе. после этого? Вот грудь вот стала вот такая. Прошу Ты прощения. сейчас сидишь в 17 веке, Соня. Вот такая. Ну, серьезно, какая может быть у нас вот реакция на выход из пандемии, естественно? Мне кажется, все наоборот, как-то спорт. Непредсказуемость. Вот наша сила человечества сейчас непредсказуемость. Я тебе скажу, потому что мы сейчас сидим на пороге, реальном человечество стоит, на пороге сильного эволюционного всплеска. Мы стоим перед созданием квантового компьютера. Вот когда человечество, я просто думаю об этом часто, у меня есть друг, он занимается системами безопасности, а именно вот системами шифрования, шифраторы. А это сейчас самая важная тема. Какие деньги сейчас воруют? Электронные. Зачем идти рисковать жизнью? Я лучше украду здесь, я лучше украду чей-то в Инстаграме аккаунт и потом буду жить за этот счет, продавая. То есть можно самый лучший кибермошенник, кстати, кого бы я хотел в кино снимать, я пишу об этом сценарий, безусловно, это кибермошенники. Это проказники, это гады, это будущее. Все. Слушай, а что это за случай был, когда твой подъезд хотели взломать? Прости, что перебила. Да. Что это был за случай такой? Это полно. Сейчас много таких случаев будет. Сейчас мы об этом поговорим. Сейчас пока я не забыл. Так вот, я тебе скажу. Человечество взорвалось в 70-е годы. Появились тогда разные теории взрыва. Некий волнообразный процесс, когда человечество выскакивало
из нефти в атом, выскакивала из психотропных веществ, грубо говоря, из рок-н-ролла в электронику, из ЛСД выскакивала в хиппи и в понятие мира, в какой-то, я не знаю, в новую волну, в нео, в компьютер. К чему мы пришли? В компьютер. Он зародился в 70-е годы сначала. Это рывок, вот этот 50-летний рывок человечества, 60-летний. Сейчас мы находимся на пороге квантового компьютера. И это тысячекратное ускорение. Мы сможем общаться не мы, а голограммы через 10-15 лет смогут общаться друг с другом. Нам очень трудно будет найти человека как такового. У нас будет по 10 двойников, по 20. Сколько захотим приобрести в сети? Очень много фильмов снято на эти темы. Я буквально за последнюю неделю пересмотрела около 4 картин, конечно. где приносят человека. Я тебе скажу. И это придумывают лучшие умы, которые и будут писать эти программы. Потому что программа любая компьютерная пишется воображением человека, киношниками. Я почему говорю, что лучший вклад всегда сейчас, я тебе скажу, когда ты сидишь без работы, когда тебя никто не снимает, но у тебя есть хоть малейшее желание и умение складывать буквы в слова, нужно вкладываться в сценарии, в идеи. Мне кажется, за этим будущее, и человек, самый простой человек, он может придумать. Кстати, очень многие это делают на своем поприще, в своем бизнесе, открывают ниши. Все равно нужно становиться первооткрывателем. Слушай, я всегда спрашиваю у режиссеров и у людей, которые создают свои проекты, очень важный вопрос. Что в итоге вы хотите, чтобы зритель получил от просмотра, на какой эмоции бы он вышел, и what's the goal? И то, что ты говоришь вот глобально, даже то, что происходит в мире, если подходить это вот именно с той такой внутренней глобальной точки зрения, не для того ли это все делается, чтобы наша планета просто отдохнула немножко и начала создавать какие-то, может быть, более разумные умы, которые более подходят под свои... Ты понимаешь, слишком в планетарном масштабе, слишком в планетарном масштабе слишком маленькая пауза. Это пауза в 2-3 месяца, полгода для Земли. Это все. Это наше интервью, которое еще не началось, понимаешь? Это одно пролетевшее сердечко. Это ничто. Нет, мне кажется, дело в другом. Человека, конечно, мы получим... Ты знаешь, сейчас я отвечу на этот вопрос, к чему это и зачем. Я, к сожалению, там мало музыки придумал. Я написал там всего 2 песни за это время, и то такие. Рэп придумал, ну смешной, пару стишков придумал. Один, кстати, прочту тебе. Сегодня день пограничника. Я придумал пограничникам стих. Сейчас прочту. Я хочу чего? Я хочу, вот люди, уходящие из зала, чтобы они испытывали. Из кинозала театрального. Я хочу, чтобы их выгоняли оттуда. Я хочу, чтобы они не уходили. Чтобы они не хотели уходить. Это самое главное для меня. Я смотрю на поклонах, как люди, отсидев довольно-таки длинные спектакли по 4 часа, с какой скоростью они идут на выход. Я могу из-за кулисы посмотреть. Если не хотели уходить, потому что не нашли ответ или потому что хотят... Нет, конечно, да, они забыли, им некуда сейчас идти. Я тебе скажу, им некуда идти, потому что здесь лучше, человек так устроен. Я ищу солнце и подставляю лицо под его лучи. Понимаешь, я убегаю от падающего дерева. Вот на этом графике сейчас должно было сработать. Мне так хорошо в театре. Татьяна Шузефович говорил, мой друг, метро, которое я ставил, Пола Негри, который ты видел, мюзикл, гений. Он говорит, я хочу сделать такой спектакль, чтобы люди не хотели уходить. Мне кажется, в этом секрет. А про что ты сказал, какая-то мысль была хорошая? Про стишок, сейчас я скажу. Пока не забыли. Да, стишок, да, обязательно, давай. Сегодня, послушай, во-первых, я сегодня в Инстаграме сказал по поводу Бродского. Помнишь, в Петербурге закрасили портрет Иосифа Александровича, он великий поэт, на мой взгляд, и он сделал для русского языка
для его пропаганды, скажем такое слово, для его звучания интернационального больше, наверное, чем он да Пастернак, вот кто сделал так много за время советской эпохи. Надо будет их Поэтому, изучить конечно, обязательно. и удивительно много людей, которые... Мы читали Бродского, для меня, может, я потому что я физик по профессии, по первой, и математик, для меня его стихи, некоторые стихотворения я мог расшифровывать неделями. Да ты что? Насколько мощные, красивые образы я там находил. Поэтому для меня Бродский это что-то особое. В нем, особенно когда он пытался не то что поверить алгебру, гармонии, он, для него не было правил. Он доказал, что в литературе и языке есть одно правило. Рифма – это в поэзии. Рифма, а также ее отсутствие. Что стих может существовать и без нее. Он философ, это его теория, есть вероятности, а его теория невероятности. В этом он. И то, что его закрасили, портрет закрасили краской в Петербурге, я смотрел, начал ржать. Это так смешно. Один чувак в доме, где жил Бродский, он тоже там жил, он, чтя поэта, он на заборе заказал его портрет сигаретой. А оказалось, что это забор детского сада. Сказали, дети не могут видеть человека с сигаретой. И пришел человек, мне кажется, он был с другой стороны, и он взял и закрасил его. И там снимали люди, такой скандал в сети. А я начал ржать. Все озлобляются, берут. А мне кажется, это не момент злобы. Это хороший знак. Значит, Бродский современен. Нужно, наоборот, делать акцию и договариваться с властями, договариваться. И рисовать Бродского везде, чтобы дети спрашивали, а кто это? Кто это курит у нас на А кто заборе? это Так курит у может, меня во только дворе? Бродский. А он говорил, Бродский говорил, прикинь, он говорил, человека из животного, обезьяна взяла палку и стала человеком, а человек взял сигарету и стал поэтом. Это была его прекрасная слабость, которая, кстати, говорят, от коронавируса курящие лучше предохранялись. Так что я тебе говорю, зло, мне кажется, больше кроется в незнании. Незнании того, чей портрет ты закрашиваешь. Ты можешь знать краску, черт возьми, неплохо это делать. Но, может быть, ты закрашиваешь... Я стишок сегодня написал о Бродском стишок. Кстати, я сейчас тебе прочту. Может, наверное, его-то и прочту. И про Бродского я написал, знаешь что? И мне кажется, вот это очень важно. Бродский forever, Бродский навечно. Он о серьезном с улыбкой беспечно. Он о веселом сквозь слезы и боль. Бродский – то лучшее, что может случиться с тобой. Если люди станут Бродским в итоге своей жизни, мне кажется, постепенно вся планета превратится в рай. То, что не будет войн, то, что не будет дураков, и то, что люди не будут красить заборы в один цвет 100%. Люди будут рисовать цветы и портреты великих, любимых людей. Мне кажется, это так очевидно. Да, в человечестве раскроется индивидуальность, ведь в каждом человеке где-то, если бы не было бы страха, Конечно. сидит свой маленький Бродский, который злится, что он от страха не может выйти наружу. Да, абсолютно. Вот. И актерское, кстати, мастерство очень способствует тому, чтобы выпускать своего маленького беса наружу, любоваться им и кайфовать от того, что он делает. Если ты умеешь... Орать. Моя мама моя, знаешь, что говорила? Как я всегда играл, я очень, заметь, я практически не играл великих людей. Я играл всегда ушлепков каких-то. Смешных, там, грозных, там, с пистолетами, без. Меня убивали. Но мне вот сейчас начинает чуть-чуть предлагать играть интерес как бы таких известных людей. Но мои персонажи всегда для меня были интересны. Вот это главная штука, он должен... Почему я никогда не сыграю, даже вслух не буду произносить, привлекать к себе чье-то воображение и свое в том числе будить. Воображение есть лихо. Я тебе скажу, это и не буди лихо, пока оно тихо. Вот не буди свое воображение.
Я скажу, потому что мне не всегда были интересные роли. Блин, я про что-то хотел тебе сказать важное. Я бы хотела узнать, какую бы роль все-таки ты хотел бы сыграть, когда тебе сейчас в возрасте уже предлагают более серьезных Ну, персонажей? я бы хотел сыграть прикольных поэтов. Ты знаешь, я бы хотел Бродского сыграть. Я бы хотел сыграть как раз поэта. Вот некоторые артисты играют великих поэтов. Но, черт возьми, покажи стихи, которые ты сам написал. Покажи. Ты же, когда идешь, играешь военного, ты же учишься стрелять из пистолета. Ну, конечно. Покажи, ты играешь певца. Спой песни, которые ты пел. Ты играешь хирурга. Покажи мне видео, сколько часов ты провел в Слушай, мне операционной. предлагали сыграть Каренину, я вот от морфия бы отказалась. Я тебе... Слушай, я тут встретился с другом, ну, может, это не главное в этой роли, хотя в советские трактовки это опускалось, хотя очень важно. Мой друг, слышишь, недавно, говорит, с подругой, мы пересмотрели Pulp Fiction, такое кино вообще чудесно, мы так посмотрели Ума Турман, все, они так обсуждали, говорит, вот офигенное кино, непонятно, ты понимаешь, идеальное кино, и непонятно о чем оно, но оно такое интересное. Я говорю, вы с ума сошли? Кино о том, что люди перепутали две вещи. Первое и второе. Вот о чем кино. Они так удивились. Говорят, да ладно. А почему так интересно смотреть? Говорю, потому что снимал мастер, мой любимый Тарантино. Это мой, я горжусь, я знаком с ним. Он меня не помнит, но мы с ним побухали, был момент. И он мне даже дал телефон и говорит, что я ему позвоню. Как и Брюс Я Ли. вот вижу тебя в прошу. тарантиновском фильме, очень харизматичный Ой, герой вот это всегда единственный подбираешь. человек, ради которого я бы сошел с ума и выучил. Ты знаешь, а у него, мне кажется, учишь роль не по тексту, потому что ты зубришь текст, когда ты в него не веришь. Не то, что не понимаешь, понять можно любой человек. Ты просто не веришь, что это лучший текст на земле. Что ты сейчас через секунду будешь в кадре самым интересным человеком на земле. Потому что, когда ты выходишь на театральный подмостки или в кадр, ты должен чувствовать, что ты, сука, в эту минуту лучший. Все, будет стоп, и ты опять улетишь в пространство. Но Смотри, ну а сейчас... как же, это же сила импровизации, ну а как быть с текстом, который ну совсем не ложится? Я понимаю, что Вот, ты есть не техника, веришь в как него. его... Ты в Да, него есть... не веришь. Вот просто Как... не веришь. Вот такой Подскажи, несложности как перевода. ты, вот что ты Нужно верить используешь, в него. Нужно чтобы его понять, что одеть? это... Нужно понять, что этот текст талантливее, чем ты. Для того, чтобы ты не начал переписывать его под себя. Потому что тогда это будешь ты такой же, какой ты в жизни. За текстом нужно пойти. Потому что Конечно. текст, как сказал Бродский, это вершина мастерства. Он же путь деградации. Но если ты не справишься с ним, если ты вышел играть Гоголя, соответствуй его слову. Пойми, что за его образами стоит нереальность. Стоит ровно жизнь, такова, какая она есть. Если ты не можешь овладеть гоголевским текстом, то ты не сможешь играть его. Ты должен поверить в него, поверить как в икону. Вот как поверить, как, знаешь, как люди верят в Бога. Увидеть текст и сказать, ой, это мой Бог. Только я его... Ты должен его родить Знаешь, как заново. еще, говоря об этом, об обучении, вот, да, как учить текст, не могу не поделиться и своим опытом, потому что в США мне очень сильно понравилось там, на первом буквально году обучения, что понятие того, что слово само по себе, оно не имеет значения. То есть можно сказать елка, береза, стол, стул, но с подачи там елка, береза, стол, стул. И ты говоришь то, что ты имеешь в виду. Именно behavior, да, то есть то, что ты под словом подразумеваешь. Есть даже упражнение, где пишется текст своими словами под текстом, который дан, чтобы понять его. Поэтому, Ага, конечно, такие великие люди, абсолютно. как Гоголь, Бродский, чтобы сказать даже одно слово, но Слово. их Я тебе скажу, вот головой, когда это давай поговорим про «Газпром», ты мне расскажешь свои тайны, когда мы будем 31-го, а я тебе расскажу свои тайны актерского мастерства, как я вижу и как, мне кажется, сделать так, чтобы не учить текст. Знаешь, что для этого нужно? так. Нужно для меня, я придумываю такие предпосылки, их очень много, насколько работает воображение, чтобы не говорить этот текст, не учить его, а чтобы рожать его заново.
Мгм. Чтобы он рождался как необходимость именно этого слова рождалось. Нужно придумать предпосылки. Это и есть актерская работа. Все, поэтому почему именно эта сосна растет здесь? Сосен миллиарды. Почему эта сосна? Нужно понять, Мгм. почему именно это. Потому что я сейчас сижу, она наклонилась, и мне кажется, она шатается, сейчас упадет на мою голову. Это будет та, сука, единственная сосна. Ты видишь, она уже наклонилась и падает. И все, и Поэтому эту тебе уже сосну я не запомнил. безразлично, эта И сосна уже если у есть меня отношения. в тексте сейчас я буду говорить, и у меня будет какой-то текст, я скажу, я шел, и я помнил, что я заблудился, но там была сосна, то я вспомню об этой. И И тогда она я скажу заработает, какое-то слово, я передам точно, я увижу ее. Слушай, у потому меня что за она была место для реально для тебя. растения. Соня, у тебя тоже дерево сзади, смотри. У тебя это денежное. Это Это денежное денежное дерево. дерево. Нифига себе. Но оно на Что? карантине. Слушай, спокойно. Денежное дерево, оно Оно не раз работает. стоит, а потом... Я хочу, чтобы оно расцвело. Этой осенью у меня, ты знаешь, наши планы, мы начнем готовиться с тобой уже летом. Я мечтаю снять хороший, расширенный тизер минут на 20 этой зимой. Мне нужно, чтобы ты стала на лыжи, и мы сняли с тобой нашу мечту, воплотили. У нас есть сценарий, Сделаем мы его возьмем. обязательно. И благодаря этой программе, которая возникла, вот, и благодаря карантину, самоизоляции, которая заставила меня звонить всем моим знакомым, друзьям, близким и коллегам из Голливуда, она также Ты нам очень подняла все кстати. связи наши? Я всех друг с другом хочу Yes! перезнакомить, пригласить всех мастеров и в студию, создавать общие проекты, потому что, как ни крути, шарик стал намного меньше, возможностей у всех быть в одном клане, актерском и киношном, и всем, да, всем вместе появилось больше таких возможностей. И Слушай, я благодаря первый онлайну. раз за два месяца говорю об актерстве. Я тебе говорю, я говорил там и театр с артисткой, с Юлькой Хлыниной. И мы говорили о жизни чего-то. И мне казалось, что артисты измучили людей за месяц за этот. И мы всех достали, я тебе скажу. Особенно, когда мы начали говорить о врачах в апреле. Мне даже люди писали, как задолбали вы, это вы есть вирус. Вон, идите, спасайте людей. Чего вы только играете врачей? Вот ты такой крутой играешь врача скорой помощи. Иди сейчас. У меня Наша даже мысль, работа не спасать врачей, послушай, наша работа поднимать дух народа. но я тебе Я скажу, что считаю. в их словах были слова правды. У меня такая мысль зародилась. Я пришел к нашей общей знакомой Ире. Я говорю, слушай, а может мне поехать, реально помочь? Я могу выносить тела больных, когда лифт не работает. Вот такая вот помощь там, дверь поддержать. На таком уровне. Это самое противное Но на при службе этом, скорой помощи. Гош, Таскать при этом, людей. Это очень смотри, тяжело. они пишут так: идите, помогите, пойдешь ты с маской, реально помочь, потому что в сердце у тебя, в твоем творческом ёкнет, ты вспомнишь и своих родителей, да, Ну, это, и пойдешь послушай, честно. И что про я тебя нашел скажут? применение. Скажут, Мы выпендривается, делает пиар, Послушай, ну мы понимаешь? помогали и в фонде, и волонтеры, ребята, и мы развозили подарки нашим ДЦПшникам и сделали гораздо больше, чем мы могли бы побежать в бой и умереть от первой пули. Я позвонил врачам, друзья своим. Знаешь, что мне сказали ребята, которые работают на природе? Сказали, Гошенька, успокойся, у каждого свое время для подвига. Сказал мне врач, поцеловал меня и ушел там в ад на сутки прямо туда. Это тоже, это их наркотик. И я вам скажу, что нормальный врач, как и мы, работая по 20 часов в кино, получает кайф от этого. Потому что я тебе скажу, я бы, выбирая профессию, вот сейчас понимаю, я бы шел во врачи, я тебе скажу. Потому что врач будет уходить из жизни с чистой совестью, автоматически. Если он честный врач, вот будет он умирать, и он будет легко и прекрасно умирать, думая, Господи, Боже мой, Боже, я иду к тебе, и хочешь, я посмотрю, померю тебе температуру, осмотрю твое горло. Я пойду работать хоть в ад, хоть в рай. Я все равно иду туда на небеса, как на работу. И он по-другому не может, понимаешь? Он идет в деле. Это фанатики. Это фанатики, поэтому врачи это фанатики. Либо, так же, как, надеюсь, Но артисты. говорят про Хотя некоторых хирургов, что хирург фанатик, и, конечно, может, он уйдет и в рай на небеса, если он не фанател от конечностей из всяких экспериментов. Вот, и попадет он, возможно, совершенно в другое место. Разные врачи бывают. И да, слушай, разные разные, случаи, к абсолютно нет, сожалению. разные есть. Это разные, но извини меня, но хирург
Ты скажи, нормальный человек может 12 часов простоять над телом? У меня у друга хирурга горб, как у горбуна, потому что он всю молодость простоял над простатой вот так. Ну как этот человек? Боится ли он Ну, это смерти? Нет, профессия, да. он боится причинить кому-то вред. Для него открыть и пополнять свое собственное кладбище у каждого врача, который как бы работает реально, у него Конечно. есть такие вещи. Вот их ад жизни. А так это люди божественные, и поэтому... Скажи, если бы ты снимал фильм о пандемии, об этих днях, которые вот сейчас происходят, какой бы ты сюжет взял или жанр? Была бы это комедия или фильм, основан на реальных событиях? Ну, мы Или, возможно, это было бы... снимут, конечно. Вот мы сейчас снимали эту штуку. Потом я снимаю, сейчас я могу тебе сказать, мы уже сняли несколько серий, я тоже пишу, там, снимаю и приглашу тебя сыграть, что мне иностранку. Эпизод проект называется «Собутыльница», где девушка, оставшаяся без работы, зарабатывает тем, что звонит и просто трындит за деньги и бухает с кем-то. Мы написали сценарий, сюжет, я снял уже Слушай, 2 круто пилотные как! серии. Да, я придумали в середине апреля, мы с моей подружкой, сценаристкой, и мы пишем вот эту штуку. Онлайн-собутыльница! Да, собутыльница, это твоя тема вообще. Абсолютно я тебе сделаю, Соня, готовься, тебе роль будет вообще. Гоша говорит, моя тема вообще, потому что я сыграла девушку в голливудской картине, и очень хорошо у меня получилось сыграть роль пьяной модели, и все поверили в то, что до сих пор спрашивают, реально я была пьяной или нет. Говорю, нет, это была чисто актерская игра. Гош, Молодец, рыбка. сыграть. Все это наше, что ты, что я. Ну, я алкашей всегда играю театрально немножко. У нас кончается время. Давай скажем, что 31-го. Так, 31 числа, друзья, ВКонтакте, Газпром Медиа пригласили нас с Гошей провести мастер-класс по актерскому мастерству. Будем вас удивлять, расскажем о разнице между голливудской школой и российской, расскажем о разнице между театром, да, и кино, поделимся своим опытом. Вот, Гош, спасибо, что вышел. Мы будем ожидать твой повторный эфир через 3 недели. Друзья, простите, что мы не читали ваши комментарии. Комментариев было много. Спасибо за то, что были с нами. Мы их обязательно все выпишем. И через 2-3 недели, когда повторно мы встретимся с Гошей, у нас будет эфир, где мы сможем задать все вопросы, вот, и прочесть все приятные, надеюсь, что они все приятные комментарии. Вот, я очень рада видеть вас. Лене огромный привет. Кайфуйте с девчонками, у вас очень красиво. Вот, и берегите себя. Серьезно, люблю тебя, целую. Я верю, что мы снимем наше кино, и сейчас я тебя увидел. Мы не виделись с тобой давно, 2,5 месяца, и меня прямо, Соня, ты меня одухотворила. Я допишу сейчас финал. Давай, финал нашей истории. Все, целую, и он будет светлый. Пока, спасибо огромное. Спасибо, кто был с нами. Я вижу, вон 500 человек. Официально висела, все время приходила, уходила. Надеюсь, у этих ребят хорошее настроение. Давайте, этот эфир будет сохранен в Ютубе, переведен на английский язык, а также в Вайджер ТВ. Вы сможете всегда его посмотреть. Целую. Goodbye. Пока-пока. Nice to see you. Nice to see you again.